Трамп готов снести Белый дом, ради чего затеяна самая большая стройка в истории века. В России объявлена срочная эвакуация. Что происходит? Есть ли пострадавшие? Тайные детали встречи Лукашенко и Путина. О чем говорили диктаторы? Южная Америка поддержала оккупацию Украины. Что теперь? Что изменится в мире? Секс-скандал в администрации президента. Выйдет ли глава государства сухим из воды? Эти и другие самые важные события вечера пятницы 1 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Новый ультиматум от Трампа. Глава Белого дома дал Путину 8 дней. Если до 8 августа не будет мира, США введут санкции. Президент США заявил, что действия России после удара по Киеву отвратительны. Дональд Трамп отправляет своего спецпосланника Стива Уиткофа прямиком в Москву сразу после визита в Израиль. Он едет в Россию, верьте или нет, говорит Трамп журналистам в Белом доме, не вдаваясь в подробности миссии. И признается, что не уверен, испугается ли Кремль санкций. Но пообещал, мы это сделаем. Россия, я считаю отвратительным то, что они делают. Я считаю это отвратительным. Это война Байдена. Это не моя война. Но я сказал, если я вступлю в нее, я постараюсь остановить ее. Но я считаю, что то, что делает Россия, очень печально. Гибнет много русских. Гибнут украинцы. Недели раньше Трамп уже предупреждал Москву 10 дней на прогресс по Украине, иначе пошлины, блокировки. Теперь он перешел к конкретике. И вот результат. Дмитрий Медведев, запасной президент России, пригрозил США войной. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают такую нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. А про мертвую экономику Индии и России и заход на опасную территорию, пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука. «Мертвая рука» — это кодовое название советской системы автоматического ядерного ответа. Настоящее имя «Периметр». Ее задача — запустить ракеты даже в том случае, если вся верхушка страны будет уже мертва. Система следит, если нет сигнала от Генштаба и Кремля, запускаются специальные командные ракеты. Они поднимаются в воздух и отдают приказ всему ядерному арсеналу от шахт до подлодок. Это чистой воды машина судного дня, чтобы враг даже не думал ударить первым. Официально никто не признает, работает ли она сейчас, но по неофициальным данным вполне может. Становится все опаснее. До дедлайна всего 8 дней. Что будет после? Как думаете вы? Пишите в комментарии, не забывайте. Ну а что задумали Лукашенко и Путин в Москве? В столице России проходит встреча двух ближайших союзников – Лукашенко и Путина. Формально речь о союзных проектах, международной повестке и региональной безопасности. Но в кулуарах звучат все более тревожные версии. Будет ли речь идти о переброске войск, о размещении новых баз или об усилении давления на страны Балтии и Польшу? Вы, говорю, президенту, скажите, что надо аккуратно это все делать. И можно договориться. Все время опять воздушное перемирие. Я говорю, да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали. Пока официальные источники ограничиваются дипломатическими формулировками, эксперты предупреждают, каждая подобная встреча – это не просто протокол, а часть более широкой военной и политической игры. Сейчас не хочу вдаваться в детали, но сегодняшняя власть, она не основана на украинской конституции. Конституция явно нарушена. Но не хочу вдаваться в эти детали. Что касается переговоров, то переговоры всегда востребованы и всегда важны. Особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. Счет жертв растет. Уже более 30 погибших после ночного удара по Киеву. Среди них 3 детей. Самому младшему было всего 2 года. 159 раненых, из них 16 детей. Это крупнейшая атака за последние месяцы. Спасатели всю ночь разбирали завалы в столице. Под бетонными плитами нашли тела целой семьи.
В 8 утра и снова трагическая новость. Под обломками обнаружили еще одного погибшего. В МВД не исключают, что число жертв будет расти. Под завалами все еще могут оставаться люди. Поиски продолжаются. Подпольная империя Пригожина все еще существует. Пока Кремль зачищает следы Вагнера по всему миру, наемники продолжают действовать сами по себе и в Африке, и в Беларуси. Британская разведка заявляет, Минобороны РФ заменила вагнеровцев в большинстве африканских операций. В Мали теперь хозяйничает так называемый африканский корпус, около 2000 бойцов, тяжелая техника, включая танки и бомбардировщики. Сценарий повторяется в Ливии и Сирии, всюду, где раньше был Вагнер. Теперь Кремль устанавливает прямой контроль. Но не везде. В Центральноафриканской республике наемники Пригожина остались. По данным Лондона, их там тоже около 2000. В Беларуси еще 300. Они действуют вне структуры Минобороны, сохраняют автономию и оружие. Новый международный скандал. Пока мировые лидеры молчат, из Латинской Америки прилетает тревожный сигнал. Никарагуа якобы готова признать оккупированные территории Украины частью России. Киев в ярости. МИД Украины потребовал немедленного опровержения от властей в Манагуа. В противном случае дипломатический удар в ответ. Украина предупреждает, если информация подтвердится, это будет считаться вопиющим нарушением международного права. Речь идет о беспрецедентно враждебном акте и недопустимом посягательстве на территориальную целостность Украины. Любые так называемые референдумы, консультации или заявления оккупантов, так же как и признание этих незаконных действий третьими государствами, являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий. МИД ссылается на резолюцию Генассамблеи ООН. Никакая оккупация не может быть узаконена. Крым, Донбасс, Херсон, Запорожье – это Украина, напоминают дипломаты. Еще в 2020-м Украина наказала Никарагуа за открытие консульства в оккупированном Симферополе секторальными санкциями. Теперь готова пойти дальше. Официальный Киев потребовал от Никарагуа официально опровергнуть публикации в медиа, иначе это будет признано как подтверждение позиции со всеми вытекающими последствиями. За скандалом маячит фигура Даниэля Ортеги, союзника Путина с советских времен, правителя, который не выпускает власть из рук с 2007 года. На фоне поздравлений Путина с переизбранием и дружбы с диктаторами Венесуэлы и КНДР звучит это все как отлаженный политический жест поддержки Кремля. Дональд Трамп решил переписать не только законы, но и архитектуру. И уже этой осенью в Белом доме начнется крупнейшая перестройка века. План снести часть восточного крыла, где традиционно располагался офис первой леди, и построить на этом месте грандиозный бальный зал стоимостью в $200 миллионов. Трамп уверяет, что это решит проблему палаток, мол, нынешний Белый дом не справляется с масштабом его мероприятий. И гостей чаще всего приходится принимать в палатках у Белого дома. На протяжении 150 лет президенты, администрации и сотрудники Белого дома мечтали о большом помещении для проведения мероприятий. Белый дом – одно из самых красивых и исторических зданий в мире, однако в настоящее время он не может принимать крупные мероприятия в честь мировых лидеров и других стран, без установки большого и неприглядного шатра, примерно в 100 ярдах от входа в главное здание. Самое удивительное, проект не будет финансироваться из бюджета. Президент пообещал, что оплатит стройку из собственных средств и за счет частных пожертвований. Работы стартуют уже в сентябре и по плану завершатся до конца его президентского срока. Революция, но в мраморе. Но это не все революционные решения президента США. Пока страна переваривает скандальные детали дела о сутенерстве и наркотических оргиях с участием Шона Диди Компса, Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность полного президентского помилования рэпера. Об этом сообщили источники из администрации и добавили, что вопрос уже вышел за рамки слухов и мемов. Решение может быть принято в любой момент. Речь идет о деле, где Компс уже признан виновным по статье о транспортировке с целью проституции. Остальных более тяжелых обвинений он избежал, в том числе и в секс-трафике и рэкете. Но шанс оказаться в тюрьме на несколько лет остается. Защита снова просит отпустить его под залог в $50 миллионов уже в который раз. И вот тут появляется Трамп. Он уже намекал в мае: если увижу, что кого-то несправедливо преследуют, я рассмотрю вопрос, даже если они меня не любят. Конец цитаты президента. А теперь близкие к Белому дому источники говорят прямо: президент США действительно может подписать помилование.
помилования. На фоне недавнего увольнения главного прокурора по делу Эпштейна Маурин Коми и эскалации конфликта вокруг засекреченных файлов педофильской сети, ход с Диди выглядит как политическая дымовая завеса. Все эти фамилии, все эти дела мы с вами рассматривали в предыдущих выпусках «Ну и новости». Трамп судится с Мердоком, угрожает Минюсту и, по слухам, планирует отвлечь внимание от своей связи с Эпштейном. Ведь по данным The Wall Street Journal, имя Трампа фигурировало в файлах, и он был об этом поинформирован. Теперь Трамп это отрицает и называет все вражеской атакой. Тем временем другой рэпер 50 Cent, один из немногих звезд, кто не стесняется публично поддерживать Трампа, заявил, что будет лично добиваться, чтобы Компс не получил помилования. Цитирую, «Я дам ему понять, как я к нему отношусь». Конец цитаты 50 Cent. Эвакуация в России. Один из регионов Федерации рискует опустеть. Из самого высокогорного города России началась срочная эвакуация. На Тырныауз сошел селевой поток с реки Герхажан-Су, и прогнозируются новые сходы. Жителей и туристов просят немедленно покинуть опасные районы Эльбрусского региона. Всем, кто планировал поездку на 1-3 августа, рекомендовано уехать как можно скорее. Уже эвакуированы более 1000 человек. Людей размещают в школах сел Былым, Кенделен и в лицее самого Тырныауза. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.